Здравствуйте! Сегодня на кухне у Евы мы приготовим вкусное овощное рагу. Рецепт этот очень простой, готовится быстро, легко. При этом это блюдо можно готовить как из свежих овощей, так и из замороженных, что мы сейчас и сделаем. Но прежде чем мы приступим к готовке, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, чтобы поддержать его развитие. Для приготовления этого постного блюда нам понадобится картофель около полукилограмма, 150 граммов морковки, 150 граммов лука, 300-350 граммов баклажанов, где-то 400 граммов перцев, такое же количество, около 400 граммов кабачков, около полукилограмма капусты, растительное масло, томатный сок, можно и даже лучше использовать томатную пасту, и соль. Также нам понадобится еще свежая зелень, если ее нет, можно использовать замороженным. В моем случае это опять будет замороженная петрушка. Ну что ж, приступим к готовке. Первым делом измельчаем лук. Нарезаем его не очень крупными кубиками. Вот такой вот лучок получается. Итак, перерезаем весь лук. Следующим этапом мы натираем на крупной терке морковь. Можно ее порезать соломкой. В этом случае будут чувствоваться кусочки морковки. Но вот как раз в рагу я не люблю, чтобы чувствовались кусочки моркови. Вот такая морковка получается. Крупненькая, натертая на крупную терку. Пока натираем морковь и режем лук, наливаем в казанок масло. Буквально 2-3 столовые ложечки для того, чтобы обжарить лучок. Остальные овощи будут тушиться в собственном соку. В разогретое масло высыпаем лук. Перемешиваем и обжариваем без крышки до прозрачности. Пока лук обжаривается, шинкуем капусту. Капусту шинкуем не очень крупно, таким же образом, как на борщ. Вот так выглядит капустка. Лук стал почти прозрачным. Можно всыпать морковь. И перемешиваем. Сразу же, как всыпали морковь, немного присаливаем. Благодаря щепотке соли морковка скорее отдаст свой сок, и нам не понадобится подливать лишнее масло. Периодически помешивая, обжариваем морковку до мягкости. Пока морковка размягчается, начинаем нарезать картофель не очень крупными кубиками. Вот такие кубики получаются. Они чуть больше, чем кубики кабачков и баклажанов. Если бы у меня были свежие кабачки и баклажаны, я бы их нарезала сантиметра по 1,5. А картофель я нарезаю где-то 1,5-2 сантиметра. Морковка размягчилась, закидываем овощи. Если бы у меня были бы свежие овощи, я бы их просто всыпала бы друг за другом. У меня же овощи мороженые, но я их заранее чуть достала из морозилки, и они уже легко крошатся. Сейчас я забрасываю баклажаны. Следом идут кабачки. Закинули кабачки и баклажаны и перемешиваем. Перемешали и добавляем перец. Перец у меня порезан прямоугольничками такими, сантиметр на 1,5 сантиметра. Я в сезон всегда замораживаю и кабачки, и перец, и баклажаны, и зелень. Закидываем перец и тоже быстренько перемешиваем. Вслед за мороженными овощами я отправляю в рагу свежую нарезанную капусту. Если капуста сразу не поместится вся, ничего страшного. Сейчас овощи начнут тушиться и уменьшиться в объеме. Тогда мы добавим капусту, а также всыпем нашу картошку. Овощи слегка протушились. Можно забрасывать картошку. Для начала я ее просто выкладываю верхним слоем и не перемешиваю. Она сейчас пройдет паром, а тем временем овощи будут продолжать тушиться и уменьшаться в объеме. Минут через 5 можно будет перемешать, и все овощи уже поместятся в казанчик. Продолжаем тушить наше рагу до полной готовности овощей. Овощи практически готовы. Вливаем томатный сок. Конечно, лучше было бы здесь использовать томатную пасту, а так придется лишнюю жидкость выпаривать. Одновременно с томатным соком добавляем соль. Я добавляю еще одну большую щепотку. В целом должно выйти около чайной ложечки без верха соли на 3-литровый казанчик.
Еще в этот момент всыпаем мороженую петрушку. Если есть свежая зелень, подойдет свежая зелень. Если зелени нет, можно остановиться на лавровом листе или каких-то других любимых специях. Все всыпали и перемешиваем. Если вы воспользовались томатной пастой, то вам осталось тушить 5-7 минут. Мне же придется вытушить всю лишнюю жидкость. У меня это может занять около получаса. Вот наше рагу и готово. Овощи отлично приготовились, при этом кусочки их видны. Все можно распробовать, это очень вкусно, попробуйте. Вам это обязательно понравится. Если вам понравился рецепт, пожалуйста, оставляйте лайки, делитесь в социальных сетях, пишите в комментариях, что вам хотелось бы еще увидеть на моем канале. А также не забудьте нажать на колокольчик, иначе пропустите новые рецепты. Приятного аппетита всем! Пока-пока!